Spicy Genius. Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о лучших басхедных и аудиофильских полноразмерных наушниках от компании Harmonic-Dyne. И это совместная коллаборация с обзорщиком Zeus. Приходят они в очень большой коробке, здесь имеется изображение самих наушников, название этой модели Aries, а тут есть два логотипа. Один принадлежит компании Harmonic-Dyne, а второй принадлежит обзорщику Zeus. Здесь указан серийный номер моей модели, а именно 273, а здесь написано басовое насилие, необходимое для перемен. И знаете, в этом действительно есть смысл, так как наушников с басхедным тюнингом выходит не так много. И наконец-то вот кто-то решительно принялся сделать что-то реально интересное и буквально меняющее взгляд и подход к настройке полноразмера с полуоткрытой конструкцией. И за звук в этих наушниках отвечает динамический излучатель диаметром 50 мм, чувствительность составляет 118 дБ, и они получили 32 Ом импеданс. Поэтому на раскачку наушники не сильно тяжелые и требовательные. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Отличный фирменный чехол для переноски наушников. Небольшая инструкция по использованию наушников. Шикарный четырехжильный медный кабель с коннекторами 3.5 джек для подключения к наушникам и балансным штекером на 4.4 джек для подключения уже к вашему любимому ЦАП-усилителю. И вот они, замечательные наушники Harmonic-Dyne Aries, выполненные из пластика, поэтому они довольно легкие, весят всего 320 грамм. Имеют полуоткрытый тип конструкции, поэтому наружу они играют достаточно громко, но, конечно, не так очевидно, как, например, Sivga P2 Pro или Zeus Elite. Пластик тут, как и у Harmonic-Dyne Afina и Black Hole, отличного качества, их сборки у меня никаких вопросов нет. Ничего нигде не скрипит и не шатается, да и внешне они смотрятся хорошо. Хоть и в отличие от Black Hole, здесь снова решили вернуть вот эти панели, которые собирают все отпечатки. Поэтому да, их иногда необходимо будет протирать. А на правом наушнике здесь есть логотип компании и надпись Harmonic-Dyne, а на левом логотип с буквой Z. И здесь можно увидеть систему сброса давления, которая отлично выполняет свою функцию. И у этих наушников есть хорошая звукоизоляция с ощущением той самой открытости в звучании. А здесь имеется маркировка канала левый или правый. И находится повыше возможность регулировки оголовья, где также можно увидеть серийный номер моей модели, а именно 273. А оголовье здесь просто супер мягкое, удобное и выполнено из замшевой ткани. Ну и амбушюры, выполненные из замшевой ткани с использованием кожи внутри, это просто то, что доктор прописал. Они очень гладкие, супер приятные, с перфорацией, поэтому уши в них не потеют, а буквально дышат, даже несмотря на очень жаркое лето сейчас. Пользовался я этими наушниками каждый день без каких-либо проблем и, самое главное, без утомления. У меня не возникало никакого желания их поскорее снять, что считаю важно для длительных сессий. И, кстати, у этих наушников есть очень одна уникальная особенность, а именно два варианта прослушивания. Первый вариант, когда логотип Zeus находится слева, а второй вариант, когда вы переворачиваете наушники и, соответственно, по-другому подключаете кабель. Да, это удивительно, но этот обзорщик случайно попробовал их послушать таким образом, и ему понравилось. Я тоже попробовал, это делает звуковую сцену еще шире, немного отдаляет вокал, и звучание на выходе становится более нейтральным из-за другого расположения драйвера. Поэтому тут нам предоставляется возможность поиграться, сделать сравнение и выбрать, что нравится вам больше. Но лично я все-таки остановился на первом варианте использования наушников. Ну и самое интересное, это, конечно, то, как звучат наушники Harmonic-Dyne Aries. Жаль, что я не нашел их измерения, поэтому поговорим на фоне снимков этих наушников, сделанных мной. И я бы хотел начать с того, что это одни из самых басхедных, максимально басовитых наушников по подаче за все время своих обзоров, что я встречал. Ничего близкого к этим басам вообще не было. Первое ощущение, когда начинаешь их только слушать, будто вы находитесь в довольно большом помещении и рядом с вами очень убойно играют два сабвуфера, причем четко настроенных на самый глубокий массирующий басовый гул. Настолько здесь мощно отыгрывает бас, что наушники сразу дают долгожданный вау-эффект. И я наконец-то себе сказал, ну вот, неужели вот оно, тот самый бас, который я все это время искал в полноразмерных наушниках. Вот оно, тактильное ощущение, которое дают мощные 50-мм динамические излучатели. Притом, я замечу, добиться такого количества
качества и убойности баса я мог только с очень большим усилением низких частот в эквалайзере на других наушниках, а здесь же нам доступно это сразу из коробки, ну не красота ли? Но что меня еще больше удивило, то как здесь совместили вот эту мощную, акцентирующую на себе внимание басовую полочку с просто потрясной детализацией и крайне прозрачным тоном подачи. То есть я бы определенно не сказал, что это чисто фановые наушники для басхедов. Это удивительно редкий случай совмещения басхедности и аудиофильского подхода к настройке наушников. Но давайте по порядку. Низкие частоты глубочайшие, массивные, тактильно ощутимые, мидбас просто поражает своей убойностью, а сам бас буквально промассирует ваши барабанные перепонки своей нескромной глубиной. Я бы вообще сказал так, бас здесь максимально раскрепощенный на полную катушку, наваливая так, что первое время реально можно сойти с ума от такого необъятного количества. Если вы до этого слушали более ровные наушники, вы точно тут будете шокированы. Притом даже имея пару басовитых наушников в коллекции, я был крайне впечатлен такой глубиной и выраженной ударностью. Техно, хип-хоп, жанры, да и рок — это просто мое почтение. Да и что уж там говорить, его текстурность и прозрачность буквально не оставляет себе равных. И можно смело сказать, что эти наушники сейчас лучшее соотношение качества и огромного количества безумно панчевого баса, и они буквально валят на повал всех конкурентов, не оставляя им шансов. А средние частоты здесь имеют очень прозрачный, воздушный, немного облегченный и крайне теплый приятный тон, без лишней энергии и усиления на верхней середине. И они мне тут напомнили мои референсные наушники Tanzu Neja. Точно такая же неутомительная воздушная подача с превосходным разрешением и артикуляцией. Контроль над этим диапазоном просто безумен. Ничего не свистит, нету никакого странного тембра, вокал подается энергично, четко сфокусирован в центре по восприятию, но супер безграничной звуковой сценой, которая каждый раз при прослушивании композиции буквально вас уносит на некий отдельный остров, где вы прослушиваете свои любимые треки, а никто извне не может помешать вашему увлекательному процессу. Такую подачу я реально очень люблю, погружающая в композиции, неяркая, тепленькая в вокале с достаточной энергией и подчеркиванием переходных процессов у барабанов, и можно слушать хоть весь день такие наушники, поэтому от меня однозначно респект. А вот высокие частоты максимально неожиданно здесь получились очень детальными, техничными, с огромнейшим количеством воздуха и прозрачности, да и тарелочки тут довольно остренькие на атаку и подчеркнутые. Есть небольшая яркость, но не чрезмерная. И это именно то, о чем я говорил, почему эти наушники точно не фановые, а как раз именно чисто аудиофильские, так как тут можно и послушать различные нюансы в композициях и все шлейфы от реверберации и послезвучия у тарелочек будут у вас на ладони. Ничего эти наушники не прячут и не скрывают, а наоборот, очень четко передают и раскрывают все мельчайшие детали. И вот это именно то, что я хотел получить: сопоставление убойного баса и потрясающей детальности и аналитики. И сможете ли вы, ребята, найти что-то похожее среди других наушников прямо сейчас? А я очень сомневаюсь, учитывая, что у этих наушников очень маленький коэффициент гармонических искажений и нет фазовых проблем, то они однозначно останутся лидером надолго. А вывод по динамическим наушникам Harmonic Dynaris у меня получился таков. Это по праву лучшие полноразмерные наушники с полуоткрытой конструкцией для любителей суперглубокого, мощного, безумно атакующего баса, крайне детальной и техничной подачей на высоких частотах. И самое главное, что вам даже не нужно как-то эквализировать их. И я реально был удивлен, как они совместили, казалось бы, такую очень фановую басовую основу с просто какой-то потрясающей детальностью высоких и разрешением средних частот, за счет чего можно спокойно на них послушать буквально все, от самых тяжелых и экспериментальных жанров до чего-то привычного, легкого и спокойно. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Спасибо всем за просмотр, с вами был IC Genius, всем пока.